Участники проекта проходят испытания, основанные на событиях Великой Отечественной войны. Это произвело неизгладимое впечатление на мою жизнь. Перед ними только один соперник. Собственные возможности. Время ограничено. Обратно уже возвращаться нет никакого смысла. 9 сентября 1943 года от Ставки Верховного Главнокомандования поступила директива. Решительно форсировать крупные реки, такие как Десна и Днепр, для успешного продвижения наших войск. В октябре 1943 года 18-летний Анатолий Парфенов при переправе через Днепр в районе поселка Градежск попал под обстрел. Плот с боеприпасами перевернулся, а солдаты оказались в ледяной воде. Анатолий нырнул на дно, вытащил на берег 50-килограммовый пулемет и занял боевую позицию. Под шквальным огнем противника рубеж был пройден. Сегодня вызов испытать себя приняли два молодых человека. Артур Ермолаев, маркетолог, занимается серфингом, готов к испытанию на воде, хочет получить новый жизненный опыт. Алексей Сысоев, артист цирка «Дю Солей», увлекается рыбалкой, путешествиями, ценит в людях общительность, раскрепощенность, считает, что главное в жизни – это эмоции. Сегодня мы приготовили для вас задание, основанное на подвиге Анатолия Парфенова. Где-то в реке, в периметре, обозначенном флагами, на дне лежит пулемет. Ваша задача за 1 час найти его, достать и установить на берегу. Все понятно? Да. Задача сложная, но выполнимая. Вы готовы? Да! На старт! Ширина реки составляет 54 метра, глубина 2 метра, вес пулемета 50 килограммов. Время выполнения задания 1 час. Изначально тактика была то, что мы заплывем, найдем пулемет и будем вполне спокойно по очереди нырять и тащить его к берегу. Мы думали, что это будет основная задача. Я пошел. Давай. Вода мутная, течение достаточно быстрое, и времени на реагирование оставалось совсем немножко. У тебя буквально есть пару секунд, пока ты нырнул, и если ты не попал в диапазон пулемета, то все. Тебя пронесло, обратно уже возвращаться нету никакого смысла. Там вообще в центре сносит просто вообще. Как только ноги оторвались от дна, мы поняли, что все наши 3000 565 операций и схем, как вытащить пулемет, они были просто ни к чему. Течение все тактику изменило полностью. Пока прошло 13 минут, время еще есть, но не расслабляйтесь. Подплыл, нырнул, посмотрел. Если нашли, дернул в сторону берега. Не нашел, сразу обратно, потому что это не вариант. Здесь? Да. Парни, как успехи? Есть какие-то сподвижки? Да, нашли. Нашли пулемет? Да. Где? Он только что был где-то здесь. Но затем мы его потеряли минут, наверное, на 20 и никак не могли с ним никак встретиться. Серьезно? Просто вода отсюда кажется очень мутной. Вода вообще ничего не видно. А как он тогда нашел? Вплотную маской, уже когда к дну подходишь, тогда видно, что становится. Ну, вы довольно быстро нашли, молодцы. Теперь задача основная — вытащить его на берег. Прекрасная погода, прекрасная вода, но комары
слепни и все божьи твари, которые в этом месте скопились, они просто, реально мешали. Просто даже голова, когда находится над поверхностью воды, тебя сразу облепляет куча, и просто ты превращаешься в какой-то корм. Как вода? Холодная. Градусов 15 есть. Начало сводить ноги, потому что было достаточно холодно. Но это было больше второстепенным фактором, потому что на движение это никак не влияло. Сегодняшнее испытание проходит на Соловьевой переправе, которая летом 1941 года стала единственным путем к отступлению взятых в кольцо 16-й и 20-й армий, оборонявших Смоленск. Только несгибаемая воля к победе позволила вырваться из окружения и продолжить оборону на противоположном берегу реки. Пошел? Да. Вернее, он где-то в этом месте должен быть. Он где-то здесь. Потому что я уже 2 раза за него цеплялся. Просто не так, что просто удержаться в такой воде. Когда это на слуху, кто-то там кинул гранату, кто-то там достал пулемет. Все это достаточно просто. А когда сам пробуешь это на деле, достаточно неприятно, дискомфортно, сложно. Нырнуть на дно, достать пулемет, вытащить его, окопаться и несколько дней сражаться абсолютно без еды, воды. Люди совершали просто нечеловеческие какие-то вещи. Какой план действий? Как вы решили? По очереди вытаскивать или как? Примерно мы знаем, где он. Я 2 раза его уже находил. Так. Один подплыл, сколько мог, протащил. Второй следом подплыл, тоже потащил. Насколько хватает силы, так поочередно. Потому что с течением бороться нету смысла никакого. 25 минут. Время есть. Мы еще успеваем. Как его подцепить? Как его подцепить, неизвестно. Леш, у меня есть для вас кое-что, может пригодиться. Может быть. Если удастся привязать к пулемету, то, наверное, тащить его будет полегче. Ловишь? Да. Как вариант, можно обвязать ее вокруг пояса, чтобы не потерять. Ну или так. Давай отойду вверх по течению. Давай. Буду тебя держать. А ты будешь по течению там, получается. Я пошел. Давай. Интересная тактика. Один остается возле берега и подтягивает второго, который плавает к пулемету. Может сработать. Но эта тактика не сработала, потому что дно неровное и было много ям. И мы ее отбросили. Затем мы решили привязать веревку друг к дружке, опустить ее на дно и таким образом попытаться найти пулемет. Сейчас попробуем его подцепить веревкой. Потому что у веревки большая длина, вероятность, что он за него зацепим веревку больше, чем у нас у двоих. Его где-то выловить здесь. Даже в какой-то момент отчаялись и сказали, давай поныряем, попробуем, не получится, не получится. Все, тормози. Ой, я в него уперся. Вот он. На нем стоит? Да. Я заикарился на пулемете ногами, получается. Леша периодически сносила, я его за футболку подтягивал к себе. Короче, сейчас надо удержаться. С течением вообще бесполезно бороться. Все? Сейчас я его под колесо закрутил. Сейчас закрутил. Давай. Только, Лёх, я долго стоять не могу. Мне ногу сводит очень сильно. Я тоже. Примерно полчаса постоянных поисков. Мы когда в очередной раз его нашли, привязали и тащили его к берегу, наверное, уже даже без передышки, даже не было желания отдыхать.
Очень хорошо. Теперь вам нужно затащить его наверх. Все. Ну что, это успех? Я вас поздравляю. Итак, что было самое сложное? Наша тактика была опустить веревку и пройтись по дну, чтобы найти его. Но веревка не понадобилась, потому что Артур в него просто уперся ногами. Споткнулся. Второй раз, получается, мы за него цепляемся. В этот раз, наконец-то, получилось зацепиться и удержаться на течении, чтобы Леша смог поднырнуть и зацепиться уже за него окончательно. Да. Вот это самое сложное, потому что течение здесь очень-очень сильное. Я думаю, что для меня течение — это самое сложное было испытание. Мужики, вы молодцы, вы справились за 46 минут, но представляете, Парфенов это сделал сходу. После этого еще окопался и 3 дня отбивался от фашистов. Танк немецкий утюжил его окоп, засыпал землей, он был дважды ранен, после этого выжил. И что самое интересное, после 3 ранений, одно из них в голову, в 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне он стал олимпийским чемпионом по борьбе. Ого. В любом случае, вы тоже крутые, вы молодцы, вы круто справились, и глядя на вас, понимаю, что богатыри на нашей земле еще есть. Спасибо. Спасибо. Оставляй заявку на сайте, если готов испытать себя. Думай, что тебе важно. Среди рейтингов и эпатажа, среди лажи и купли-продажи, каждый покажет, что он там нажил. Среди серых многоэтажек, среди серых волков, что куражат, среди серых с печатью бумажек, каждый мой брат, ну точно заряжен. Пережить, чтобы помнить, ты добро, а не похоть. Дорожить своей верой, пока из тьмы этот мир не потерян. Пережить, чтобы помнить, ты добро, а не похоть. Дорожить своей верой, пока из тьмы этот мир не потерян.